В этом уроке мы расскажем вам, как можно создавать шаблоны, реализующие нестандартные художественные задумки. Подобные шаблоны совсем несложно сделать, и сегодня мы этому научимся. Посмотрим, из чего состоит такой шаблон. В основе всего лежит фотография. К ней применяется фильтр, который ее обесцвечивает. Уровнем выше находится копия этой фотографии, но уже без фильтра. Мы оставляем только ту ее часть, которая будет видна через линзы очков. Далее накладываются линзы с некоторой прозрачностью и применяется блендинг. И, наконец, оправа очков, которая завершает эту композицию. Мы уже сделали заготовку проекта, в котором подготовили все необходимые для начала группы слоев. Группа слоев с оправой очков, группа слоев с линзами и пока что одна область вписывания. Как следует из вышеупомянутой структуры, продублируем область вписывания и применим к ней маску. Дублируем смарт-объект области вписывания. Переименуем его для того, чтобы области вписывания можно было различать в дальнейшем. Когда мы уже имеем дубликат слоя, сделаем для него маску, чтобы скрыть все, что не входит за пределы очков. Для этого выделим слой с линзами и с зажатой клавишей Ctrl кликаем по иконке слоя. Это действие выделит все содержимое слоя. Далее переходим на необходимый слой и создаем маску. Итак, мы спрятали под маску все, что выходит за границы линз. Теперь снова перейдем к слою с линзами, выставим ему режим наложения экран и поставим непрозрачность на 30%. Перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем PSD файл. Для основной области вписывания применим фильтр обесцвечивания. Теперь обработаем тестовое изображение и посмотрим на результат. Как видно, нам удалось воплотить нашу задумку. С использованием подобного подхода мы можем создавать куда более сложные шаблоны. Например, вот такой шаблон с пришельцем. Давайте заглянем в Photoshop и посмотрим, как его можно реализовать. Обратите внимание, что разные части пользовательской фотографии показаны здесь в трех местах. Слева, справа и по центру. Давайте посмотрим, за что отвечает каждая из областей вписывания фотографии. Вот правая область вписывания. Перейдем в этот смарт-объект и посмотрим, что в нем имеется. Как мы видим, здесь имеется тестовое изображение, слой коррекции цвета и опорные точки, указывающие на расположение элементов лица на фотографии. Обратите внимание, правая область вписывания расположена под некоторым углом. Это достигается благодаря инструменту «Свободная трансформация». Обратимся к маске области вписывания. Как видите, она позволяет отображать только те части лица, которые необходимы для реализации творческого замысла. Обратимся к центральной области вписывания. Здесь, в отличие от правой области вписывания, используется другой цвет коррекции, чтобы приводить оттенок лица на фотографии к оттенку кожи инопланетянина. Здесь, как и на всех других областях вписывания, в шаблоне имеются опорные точки лица. И, конечно же, маска, которая позволяет нам отображать в шаблоне только ту часть лица, которая нам необходима. Левая область вписывания, за исключением угла трансформации, устроена точно так же, как и правая область вписывания. Возможно, теперь, когда мы познакомились с более сложными примерами, у вас появились новые идеи по реализации таких интересных шаблонов. Желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.